Токсичное окружение. Что делать? Расскажу в этом видео личную историю про свое токсичное окружение, как я с этим боролся, а надо было ли мне бороться или не надо было. Приведу конкретные примеры. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что такое токсичное окружение. И у каждого из нас оно есть. Есть люди, которые думают, что они лучше знают, больше знают, они учат вас жизни, они говорят вам, что делать, они не понимают личных границ, они их все время нарушают. Это как человек, допустим, который приходит к вам домой, а хотя вы его не звали, он открывает дверь, ходит по вашей комнате и говорит: так, тут у тебя грязно, тут сделай уборку, вот это вот убери, телевизор выкини, сделай вот это, сам вообще запишись в спортзал, то есть ходит, командует, что-то тыкает, как бы кто ты такой, я тебя сюда не звал. И часто в нашей жизни бывают такие люди. И, наверное, вторая метафора про токсичное окружение, я думаю, вы тоже эту метафору знаете, это ведро с крабами. Как только человек начинает заниматься какой-либо новой деятельностью, вот допустим, сразу же приведу пример. У вас есть друзья, знакомые, и у вас появилось какое-то новое хобби, увлечение, которое не было такое, чем вы раньше не занимались. И наверняка в вашем окружении найдется тот человек, который скажет: это ерунда полная, этим не занимайся, у тебя ничего не получается, зря тратишь время, это не работает, я проверял. У каждого из нас есть такие люди. Почему они это говорят? Опять же, по своим причинам. Это и манипуляция, это и контроль, это и не признавание границ. Люди не умеют вообще работать с границами, со своими, с чужими. Им все по барабану. Они самые умные, они самые знающие, они авторитеты, им так кажутся. Они постоянно раздают готовые советы, рекомендации. Хотя, если посмотреть на этих людей, опять же, у каждого из нас такие есть. Ну, как бы, кто кому бы еще давал какие-то рекомендации и советы? Ладно, тут, опять же, видео не про это. Давайте я расскажу личные примеры про токсичное окружение. Раньше я думал, честно, токсичное окружение — это полная фигня. Я даже не подразумевал, что это такое. Но потом я на своей жизни, на своей практике понял то, что токсичное окружение сосет энергию. Токсичное окружение отнимает силы. Токсичное окружение наносит вред моей самооценке. И иногда, даже не иногда, а вот, не знаю, лет 5 назад, лет 6 назад, я очень сильно загонялся по этому поводу. Моя самооценка все падала. Я не понимал, я искал выхода, что же делать. Я очень много уделял вниманию и принимал все близко к сердцу. То, что мне говорили люди, у которых есть, ну, прям токсичность, это энергетические вампиры. Теперь примеры конкретные по жизни. Где-то, наверное, 4 года назад я бросил употреблять алкоголь. И вот были у меня друзья, и некоторые из них остались. И первое, что я помню, у нас была какая-то тусовка, я туда приехал, я говорю: все, я больше не пью, мне больше неохота, ну как-то не нравится мне это, мне не нравится самочувствие, мне не нравится мое настроение, это большой вред здоровью. Ну как-то, и не потому, что я там зожник стопроцентный, нет, мне просто не нравилось пить алкоголь, я взял и завязал с этим, я не какой-то фанатик, у меня не было никакой-то зависимости, то, что я там каждую пятницу обязательно пил пиво, нет, я просто бросил по своим убеждениям, потому что мне это не нравилось, мое состояние, мое самочувствие, моя концентрация, моя ясность, и я бросил пить в общем. Прихожу я к друзьям, кто-то отнесся нормально, а кто-то: бросать пить — плохая идея. Ой, будет у тебя откат, скорее всего у тебя будет депрессия, скорее всего ты сладкое начнешь есть. Давай-ка лучше с нами сегодня снова по пивку выпьем, отметим это дело. Я говорю: да я не хочу. И вот, опять же, там, не знаю, 80%, ну, допустим, возьмем 10 человек, там 8 человек говорили: да блин, Серега, молодец, красавчик, вообще классно, здорово. А 2 человека, это я сейчас условно говорю, вот именно высказывали свое мнение, хотя я его не спрашивал, учили меня жизни и так далее, и они были против этого, то, что как-то я теперь с ними не пью. Интересно. Ладно, дальнейшие жизненные мои примеры про токсичное окружение. 3 года назад я начал медитировать. Я медитирую каждый день, теперь я вообще отучился на преподавателя медитации Mindfulness. Медитация в моей жизни, ну, это крутой такой шаг, это трансформация в моей жизни. Мне нравится медитировать, я от этого получаю большое удовольствие. И как только я начал делиться 3 года назад с тем, что я медитирую, своими друзьями, окружением, знакомыми, опять же, кто-то сказал: Серега, молодец, красавчик. А кто-то сказал:
Это все ерунда. Ты что, сектантом стал? 100 пудов у тебя какая-то секта. Медитация не работает, на себе проверено. Я говорю, а ты медитировал? Не, ни разу. Я вот пару статей в Яндексе прочитал. Медитация вообще, даже и не думай. Медитация, да это шарлатаны, это эзотерика. Начали мне рассказывать про какая медитация плохая, вредная, то, что мне не надо медитировать. Но я медитирую, уже 3 года, и я прекрасно на своем примере могу любому рассказать, опять же, лично свое мнение донести, какая медитация крутая штука. Она мне в жизни очень сильно помогает. И я вижу, и я знаю, что я буду также продолжать медитировать через 3, через 5, через 10, через 15 лет. Это крутой инструмент, это тренировка нашего ума, концентрация сознания, ясность сознания. Ну ладно, про другое. И вот второй пример рассказывал про медитацию. Третий пример про токсичное окружение. Где-то, опять же, года 3-4 назад я начал увлекаться, как я и до этого увлекался саморазвитием, самопознанием, психологией. И вот 3-4 года назад я уже получил первое образование психологическое, Московский институт психоанализа, начал работать с клиентами, вести свою практику, потом поступил в Национальную академию дополнительного профессионального образования по сексологии, начал повышать свой skill-level, мне просто это было интересно. И опять же, я об этом делюсь, рассказываю с друзьями, знакомыми, с подписчиками, с окружениями, те, кто меня знает. И там некоторые люди: Серега, молодец, вообще, вот это ты красавчик, работаешь с мужчинами, с женщинами, помогаешь им, и так далее. Да, так оно и есть. А кто-то: психология, хрень полная. Кто? Сексолог? Да зачем нужны эти сексологи? Это же шарлатаны какие-то. Что может сексолог хорошего сделать? Вот у меня в сексуальной жизни все отлично, все нормально. Я жену свою держу в кулаке, ладно, я сейчас опять же утрирую, вот опять токсичное окружение. Всегда будут те люди, кто будет вас поддерживать, и всегда, к сожалению, будут те люди, кто будет над этим смеяться, обесценивать, нарушать ваши границы, унижать вас, понижать вашу самооценку, доказывать, хотя их вообще никто не спрашивал, давать вам советы, какие-то рекомендации, их опять же об этом никто не спрашивал. И вот теперь, что делать со всем этим? Легко сказать то, что, токсичное окружение есть у каждого из нас, я думаю. И до сих пор, если честно, вот мне сейчас 35 лет, и у меня есть несколько знакомых, которые, они гораздо меньше сейчас токсичны, чем были раньше. Но вот теперь вот конкретные рекомендации, мой путь, что я делаю. Первое: перестать кому-то что-то доказывать, кому-то что-то, объяснять. Это как спорить с дураком. Смысла в этом нет. Это то же самое, как борьба с ветряными мельницами. Можно показывать своим примером, какая польза. Допустим, вот опять же в моем примере. Польза: то, что бросил пить, то, что медитирую, то, что занимаюсь практикой по психологии, работаю с клиентами. Помогаю большому количеству людей, и по отзывам на моем сайте можно в этом убедиться. Либо своим примером доказывать. Естественно, минимализировать общение. Когда вы общаетесь с токсичными людьми, они тянут из вас энергию. И мое было, не мнение, а мой был путь — это сделать дистанцию. Если мне очень-очень что-то надо, потому что, опять же, часто такое бывает. Вот есть друзья, с которыми дорожки разошлись. Это нормально. Опять же, у всех интересы разные по жизни. Если 10 лет назад у нас были общие интересы, то теперь они разные. И можно прекратить общение, если ты чувствуешь то, что это токсичное отношение, прям не отношение, а окружение прям капец. Но есть и родственники, с которыми, опять же, можно спрятаться, можно от них убежать, можно их заблокировать в социальных сетях. Но от всех не спрячешься, от всех не убежишь, и прежде всего от себя не убежишь. Элементарно, что можно сделать, это выстроить дистанцию. Научиться самому ставить границы. Говорить: так, нет, стоп, мне твои советы, рекомендации не нужны. Оставь свое мнение, пожалуйста, при себе. Это твоя история, это моя история. Не надо меня учить жизни, что мне делать, куда мне идти учиться, чем мне заниматься, а тебе кажется, то, что тебе виднее и так далее. Это твоя история. То есть ставить дистанцию, научиться ставить границы, по возможности дистанцироваться. И самое главное, на себя это все не надевать, все эти негативные эмоции, потому что это высасывает элементарно силу, это высасывает элементарно энергию. Иногда это у людей вообще, опять же, я с этим работаю в терапии,
с клиентами, некоторые люди приходят к депрессии из-за токсичных отношений, из-за токсичного окружения. Ну, то есть это негативно сказывается на физическое, на психологическое здоровье нас. И вот какие методы я перечислил. Надеюсь, они вам будут полезны. Я их сам применяю. Да и все, наверное, что. Мой совет такой, то что с токсичными людьми держите дистанцию. Ничего им не доказывайте. Учитесь сами ставить границы. Показывайте своим примером, как вы изменяетесь, как вам хорошо от того, что вы делаете. И если у вас какая-то есть цель, мечта, хобби, то не обращайте внимания на других. Если у вас горит, если у вас есть зов, если вас, как сказать, вдохновляет эта идея, эта реализация, эта мечта, это хобби, хотелка, идите к своей цели, делайте то, что вы хотите. Спасибо большое. Если остались вопросы, то задавайте. С вами был Сергей Витищенко, сексолог, психолог. Всего доброго. До свидания.